Моя программа, с которой я иду на выборы президента России, основана на простом факте. Россия очень богатая страна. Нам нужно прекратить верить в ложь о том, что бедность народа и развал экономики имеют под собой какие-то реальные причины. Денег нет, и нам нужно держаться. На самом деле, главная причина нашей бедности – это коррупция и отвратительное государственное управление в течение последних десятилетий. Цель моей программы заключается в том, чтобы направить те средства, которые у нас уже есть, на то, чтобы прямо сейчас увеличить доходы граждан России и их качество жизни. Стратегия развития России по президенту Навальному должна заключаться в том, чтобы вкладывать в людей, в человеческий капитал. Не может быть главной задачей построить столько-то трубопроводов и стадионов. Наша цель – дать человеку, нашим детям лучшее образование в мире и приличное, достойное здравоохранение. Вот основа для процветания России. И без этого все остальное не имеет смысла. И только так мы сможем сделать нашу страну богатой. В современном мире богатство государствам приносят люди, а не нефть с газом. Сырье есть везде, но развиваются и побеждают только те, кто вкладывает в человека. Переходим к реальным цифрам, ведь моя программа совершенно конкретна. Это консолидированный бюджет России, то есть федеральный бюджет и бюджеты всех регионов. Это путинский бюджет, и в нем доминируют расходы на чиновников, поддержка госкорпораций и военно-полицейские расходы. У меня другие приоритеты. Я хочу, чтобы вы и ваши дети были здоровы, поэтому я увеличу расходы на здравоохранение в 2 раза. Я понимаю, что образование – это решающая вещь для развития страны, и поэтому я увеличу расходы на образование тоже в 2 раза. Работающий человек не должен быть нищим, и поэтому я установлю 25 тысяч рублей в месяц в качестве минимальной заработной платы. Нам нужно снизить налоги на малый бизнес, потому что он задыхается, а это источник рабочих мест, и без него никогда не будет среднего класса. И я хотел бы, чтобы каждая семья, в которой есть 2 работающих человека, могла иметь возможность купить жилье. Для этого мне нужно понизить ставку по ипотечному кредиту с 11%, как сейчас, до 2% годовых. Как видите, все эти расходы требуют денег. И где же я буду их брать? Я знаю где. Первое. Борьба с коррупцией. Она даст нам огромные дополнительные средства. Сейчас их просто растаскивают по офшорам. Смотрите, ежегодные госзакупки 6,3 триллиона рублей. Закупки госкомпаний 19,8 триллионов рублей. Применяя формулу председателя правительства России Медведева, мы можем рассчитать, что из этих 26 триллионов воруют не меньше 5. Борьба с коррупцией в госзаказе – это то, чем я и мои коллеги занимаемся не первый год. Мы знаем, что делать, и мы быстро сможем направить эти деньги на расходы, которые нужно профинансировать. Второе. Смотрим на бюджет. На что сейчас тратит деньги Путин? Чиновники. Гигантская, постоянно растущая сумма. Мы сокращаем расходы на них. Безопасность и правоохранительная деятельность. Но это просто превратилось в черную дыру. Бесконечные новые ведомства, новые генеральские должности. Мы сокращаем ненужное. Делаем это безболезненно. Так что зарплаты рядового состава можно даже повысить. Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию, где профессионалы получают очень хорошие деньги. Национальная экономика. Сейчас это в основном субсидирование госкорпораций и бессмысленные коррупционные прожекты. Сокращаем. Дотации государственным СМИ, то есть оплата лжи и пропаганды. Сокращаем радикально. Теперь обращаем наше внимание на доходную часть бюджета. Налоги на газовую отрасль ничтожны. Вместо них компании обогащают друзей Путина. У нас они будут платить налоги и принесут дополнительно 2 триллиона рублей. Госкомпании. Сейчас они не платят положенных дивидендов. Заставим платить и получим дополнительно 1 триллион. Как видите, денег вполне хватает прямо сейчас. И правительство, которое думает о стране, а не о том, как набить себе карманы, вполне может решить все насущные вопросы. Например, вы слышали по телевизору миллион раз о том, как российская наука задыхается без денег.
А правительство России говорит, ну никак невозможно выделить дополнительные средства. А знаете ли вы, что все расходы на фундаментальную науку это всего лишь 106 миллиардов рублей, в то время как расходы на госпропаганду 120 миллиардов рублей. То есть мы платим вредным и ненужным и не платим очень полезным и хорошим. Я изменю это. Это легко сделать. Разговоры о недостатке денег на культуру, экологию и спорт вообще пора прекратить. Там смехотворные суммы в масштабах бюджета. В России ужасная инфраструктура, чудовищные дороги, но денег на них выделяется достаточно. Там даже ничего не нужно увеличивать. Почти 1,5 триллиона рублей каждый год. Просто сейчас эти деньги нагло разворовывают. Прекратим это и получим нормальные дороги за те средства, которые мы уже тратим. Очень часто деньги не нужно искать, а их нужно просто перераспределить. Например, сейчас федеральный центр просто грабит регионы и города. Я же оставлю им еще как минимум 2 триллиона их собственных налогов и дам полномочия для организации своей жизни. Вот в этом и есть программа. Использовать то, что у нас есть прямо сейчас, для того, чтобы стать богаче. И когда мы добавим к этому демонополизацию экономики, снижение административной нагрузки на бизнес, честную судебную систему, нормальный парламент с полномочиями, мы получим еще и существенный экономический рост. И с каждым годом мы сможем тратить на себя все больше и больше. Наши зарплаты и качество жизни будут расти. В этом нуждается сейчас наша страна. Это путь к прекрасной России будущего. И я смогу вести Россию этим путем.